Давай. Got it. Все, на запись нажала, не поняла, почему не получилось с Ютубом. Вот в тот раз, когда сделала ссылку, все получилось, а сейчас перекидывает. И я даже не знаю, как нам в дальнейшем лучше это делать, потому что я не Мгм. в Инстаграме из-за VPN, и как-то странно получилось с Ютубом. Вот что ты думаешь на эту тему? Слушай, надо будет попробовать. Я в "Ютубе" лично никогда не проводила, какие-то онлайн-встречи. Надо будет попробовать. Надо будет попробовать. В принципе, и в "Зуме" можно делать онлайн. Нужно просто создать ссылку и как бы заблаговременно на встречу, да, и поделиться якобы со всеми этой ссылкой. Вот. Ну, то, как, в принципе, ты сейчас мне ее прислала, и все Да. могут зайти по этой. Как-то так. А по-другому, ну, надо разбираться тоже. У меня нет этого опыта. Пока. Окей, по-другому через АБС. Я ее не очень, но это реально сложно. Ну, неважно, в общем, мы с этим разберемся. Все, главное, что мы встретились, что у нас все состоялось. Круто. Да. Э, Я клиент, я готова. Ты клиент, я думала, я клиент. Сегодня моя очередь, мы же чередуемся. Да ты что? А я прям почему-то была уверена, что сегодня я клиент. Ну Давай, ладно. давай, Ян, вообще никаких абсолютно, Да, абсолютно никаких, а, давай. никаких проблем. Да, супер, замечательно. Почему-то я не знаю почему, но, ну, видимо, как-то так сложилось пространство. Хорошо, давай, давай. Расскажи, к чему ты готова. Я готова. Ты знаешь, мне кажется, что у меня сегодня пространство, оно просто посылает вот этот запрос отовсюду. Сегодня какой-то такой бешеный день у меня. Это я уже вхожу в запрос. Ян, прям полсекунды вклинюсь, тогда еще раз Да, спрашиваю твоего согласия на запись этой сессии, публикации ее в соцсетях в открытом доступе и использование в менторинге и везде. да, Гаррет. Спасибо большое. В конце спрошу еще раз, если ты передумаешь или что-то, то нигде никуда не пойдет. Да, спасибо большое. Давай. А, Так, пространство. Так, возвращаясь к пространству, что вообще произошло? Ты знаешь, так, чтобы немножко войти поглубже сразу же. Э, Короче, весь день у меня сегодня вот такой какой-то наперекосяк. Когда я готовилась, изначально я готовилась снимать ролики для Инстаграм. У меня даже тут где-то микрофон, вот да, микрофон, все. Я вот сижу прям такая, снимаю, думаю, ну все, сейчас наконец-то, долго откладывала. И тут смотрю, сообщение приходит, что открыта комната у нас на УКК, и все ждут, как бы, ну давайте присоединяйтесь, ребята. Я такая, в смысле присоединять? 2 часа, то есть я еще планировала час поснимать, потом с тобой провести сессию, и потом уже как бы к ним идти, а тут они как бы там уже ждут. Вот, и я, понятно, я давай как-то быстро нырнула туда, написала тебе, думаю, ну сейчас как-то попробую в первой тройке, первой войти, чтобы побыстрее к тебе прийти. И оказалось так, что один из участников, он первый, я перед тем, как только открыть рот, он говорит, можно я буду первый, потому что мне нужно идти, у меня в 10 встреча. Я такая, закрыла рот, думаю, ну вообще прекрасно, вообще все офигительно складывается. И потом, ну, как бы у меня уже не было выхода, я осталась с другим клиентом один на один, и мы вошли в сессию, и прям нас вот так понесло, как-то, знаешь, инсайт за инсайтом. И я понимаю, что и остановиться уже, ну, как-то вот все, пути обратно нет. И параллельно, вот то, о чем бы я вообще хотела поговорить, параллельно у меня такое, ну, там же у меня сейчас сессия, я тебя подведу, и вот эти мысли какие-то. И как раз-таки об этих мыслях я бы сегодня хотела поговорить и обсудить эту тему. Я понимаю, что у меня есть какие-то проблемы вот с переносом чего-то. Там, это касается какой-то встречи, вот это моя ответственность. Там, с одной стороны, я понимаю, что я человек, и да, я там могу тупить, у меня бывают какие-то там непредсказуемые ситуации, но мне настолько неприятно об этом вот кому-то говорить. Я себя чувствую ну, просто ужасно в эти моменты. Такое ощущение, что все, сейчас там скажут, как ты могла обидеться, там, ну, там, удалю твой номер там навсегда, все, там, ты несерьезный человек, и вот, ну, короче, и все в этом роде, и у меня, короче, этот театр поднимается в голове,
Вот, наверное, сегодня про этот театр сессия. Спасибо, что поделилась, Яна. А как ты вот в сессии, в которой ты это почувствовала, как ты с этим справилась? Как я с этим справилась? Все-таки, наверное, коучинговый образ мышления и вот эта ответственность, которую я несу, когда я уже приняла решение, я понимала, что как бы все, я приняла решение, пути обратно нет. То есть сейчас есть так, и как бы по-другому никак. Вот. Я могла это изменить до того, как я вошла с клиентом в сессию, а уже вот внутри, ну, как бы это бред. И, наверное, знаешь, это решение, ну, я несколько раз, я скажу честно, то есть на протяжении сессии у меня были моменты, когда я там смотрю на время, там где-то мы уже вышли за тайминг, и вот ам, такие моменты я несколько раз вот думала об этом, да, была это, не знаю, там силуэт, эм, он где-то стоял возле меня, да, он стоял даже в сессии, где-то он возле меня стоял. Это фигура, я бы даже так сказала. Вот. То есть не настолько сильно, как, наверное, это было бы раньше, но все равно она присутствовала. И мне это, ну, не очень нравится. Мне вообще не нравится. И знаешь еще в чем самый большой прикол? А почему я сразу же как бы там не взяла время с запасом? Почему я сразу не сказала, ну вот давай перенесем на час? Вот я вот, знаешь, поставила себя прям вот в такие жесткие, ну все, это максимум у нас, как правило, там столько-то длится. Ну, конечно, что если там учитывать моменты там, обратной связи, когда мы там друг с другом, когда ментор дает нам обратную связь, конечно, что кто-то может там дольше и так дальше. А я как будто вот, знаешь, попыталась максимально вот это все сузить и сама сделала себе только хуже. Если я бы сказала, там, ну, слушай, так случилось, давай час. А я сказала полчаса, потом еще сидела, за это переживала. Вот. Вот это, наверное, есть проблема в этом. А как ты можешь ее сформулировать? Потому что я услышала и про театр, и про мысли, и про фигуру, и про то, что ты сама себя загнала. Вот если подсобрать, про что? Это, наверное, про желание быть удобной. М. Максимально удобной. Ну, потому что как бы вроде бы еще там час, это же уже много, а тут вроде бы как-то хочется как-то максимально уменьшить это время. Но при этом всем я понимаю, что я сделала хуже и другому человеку, потому что другого человека как бы было бы больше, ну, там, возможно, ты бы другими делами занималась и так дальше. И для себя я же сделала хуже. Но хотела сделать как лучше, понимаешь? Но поставила вот, как бы, получается, 2 стороны вот в такие вот рамки. А нафига это было вообще делать, я не понимаю. Сейчас не понимаю, но тогда чем я руководствовалась? Ну, я руководствовалась тем, чтобы сократить максимально время, и чтобы это было максимально, ну, чтобы, наверное, да, не расстраивать другого человека, потому что есть договоренности нужно соблюдать. Вот. Если ты не соблюдаешь эти договоренности, значит, ты несерьезный человек. А я попыталась как-то максимально попробовать их соблюдать. Для меня, поделюсь, Ян, Да. звучит прямо как убеждение. Как оно для тебя? Что тебе это дает убеждение? А можешь проговорить, пожалуйста, как ты это убеждение услышала со своей стороны? Я серьезный человек, договоренности надо соблюдать. Да, 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 я серьезный человек, договоренности надо соблюдать. Но это еще затрагивает тему, что я не люблю опаздывать. Я всегда стараюсь максимально пораньше прийти, там, ну, как бы.
Интересно. Но с другой стороны, ты знаешь, я очень лояльно отношусь к людям, которые опаздывают. То есть, конечно, что у меня тоже бывают какие-то ситуации, которые, ну, я с кем-то о чем-то договорилась, кто-то не смог. И я не могу сказать, что у меня какая-то реакция прям на это, ну, там, что я негативно отношусь к этому человеку. То есть я могу относиться уже негативно, если это длится постоянно, там, на протяжении какого-то времени, да, человек постоянно опаздывает на любую встречу, там, меня не предупреждает, и это там не один, не два, не три раза. У меня уже были ситуации в жизни такие, как бы, и тогда да, тогда я могу, ну, негативно к этому относиться, потому что я подстраиваю под эти встречи свой график. Я могла бы чем-то другим заниматься. Тем более, если, там, допустим, встреча на 2 часа, я себе запланировала этих 2 часа, и потом человек вообще говорит, там, я не приду. Ну, если один раз это окей, ну, если это там, на протяжении какого-то времени, это уже не окей. М. Клянусь вопросом, Ян. Да, А серьезный человек и желание быть удобным, вот это для тебя как? Про что это? они как-то очень рядом идут у меня, эти понятия. Как будто, знаешь, вот они вот друг друга вот как-то вот так вот сходятся, сливаются в друг друга. Знаешь, как будто серьезный человек — это как человек, который там не делает каких-то, не делает ошибок, он отвечает за то, что у него, хотя нет. Ну, хотя я не могу сказать, что если там какой-то человек опаздывает, и я же не скажу, что он несерьезный, потому что он опоздал. Да нет, конечно. А вот тут, наверное, все-таки больше в другую вот степень, да, быть удобной. Наверное, вот там какая-то проблема. И я понимаю, что у меня эта проблема с детства, поэтому я вот так сразу же как-то ее выпулила в начале. Этот термин, когда ты мне сказала, там, давай, собери немножко вот все, что ты наговорила, и мне пришла эта мысль. Как будто, да, не хочется расстраивать других людей, потому что все-таки серьезность — это немножко про другое. Вот я сейчас начинаю об этом думать, и я понимаю, что это про другое. Да. Сейчас вопрос, что делать с этим? Это был мой вопрос, Ян, поделюсь. Как Да, раз хотела тебя спросить, что вот здесь и сейчас должно тогда произойти, с этим с твоим желанием быть удобной? Или вот что сейчас ты со всем этим хочешь? я я хочу как-то распрощаться с этим, с этой установкой или, не знаю, как назвать ее, быть удобной. Потому что, ты знаешь, я вот даже сейчас так понимаю, что оно влияет еще и на какие-то ну, другие сферы в моей жизни, где-то оно уже появлялось в каких-то сессиях, оно уже где-то там было. М, Правда, сейчас не могу вот так прям сказать, где конкретно, но оно есть. Это что-то такое, знаешь, базовое. Ну, для меня это вообще про отношения с людьми. И эти отношения, они же не только там, это в любой сфере, будь это обучение, будь это работа, будь это вот как-то так. Вот я еще вспомнила, мне тоже недавно, ну как недавно, плюс-минус,
была ситуация, когда у меня был назначен тьюторинг и был назначен английский. И я уже была готова заходить на тьюторинг, да, по обучению. И тут я смотрю, совершенно случайно, я почему-то, наверное, из-за того, что время переводила неправильно, я записала себе в календарь английский там на 6 часов, а когда взяла другой календарь, мне открылось приложение, смотрю, нет, не на 6 часов, а вот практически то же время, когда у меня тьюторинг. Я офигела. И я вот в этот момент, я думаю, так, что делать? Ну, как бы английский я перенести вообще не могу, потому что там максимум за 24 часа ты можешь это перенести. Я уже оплатила занятия, там вообще никак. Теоретически тьюторинг я могла бы перенести, но мне было опять же таки, мне было так неудобно это делать, потому что чувствовала какие-то, ну, опять же таки, то, что это обязанности или то, что какая-то серьезность, не знаю даже, какие у меня там чувства были. Ну, я понимала, что мне намного проще, вот, мне намного проще сказать, ну ладно, английский, пофиг, да, я потеряю деньги, ну, как бы у меня как будто с этим человеком, знаешь, не было никаких взаимоотношений, а вот там, где уже тьюторинг, там уже, да, там уже какие-то взаимоотношения, и как бы для меня это было важнее, и я уже в какой-то момент была готова отказаться от этого от английского, потому что там просто деньги, и пойти на тьюторинг. Но какой-то мой здравый смысл или не знаю, что там сыграла, я все-таки написала, помню, там, Марине, говорю, Марина, а можем перенести? Говорю, у меня тут ситуация так сложилась, говорю, вот можем ли мы перенести? А Марина говорит, да, конечно, можем. Понимаешь? Вообще без каких-то там, типа, вот этих вот, да, конечно, да, давай перенесем. Там на полчаса или там у меня вот посмотри в расписание, когда там свободно запишись. Я аж такая выдохнула. И но все равно у меня было там такое: "Ну, извини, пожалуйста". Вот это моё "извини" еще там 20 раз написала. Но все нормально вышло. И прикол в том, что там, еще, потом, Марина немножко опоздала, тоже там на 10, на 15 минут. Ну, окей, опоздала, для меня это окей. Ну, вообще я даже об этом, ну, да, даже об этом не задумалась. И вот. И вот такие ситуации. А мне было неприятно, это решение принимать. То есть я была уже вообще готова отказаться от английского. Ну и потеряла бы деньги, соответственно. А чему научилась в этой ситуации, Ян? А вот сейчас как будто и нифига ничему не научилась. Понимаешь? Должна была бы научиться, вот должна была бы научиться, но вот, как показывает даже сегодняшний опыт, вот немножко как бы, конечно, оно по-другому сложилось все, да, но, метастазы все равно есть. Вот, метастазы. Да, как я их называю. Вроде бы там, ну, сложилось какое-то понятие чего-то, да, но все равно эмоция была. А, Эмоция была. Даже сегодня, как я с тобой переписывалась, и вот то, как я решила там написать, я чуть-чуть задержусь, потом еще раз написала, потом еще раз написала. Почему это? И вот реально, чему я тогда научилась? То есть я понимаю, что на самом-то деле это вообще все про партнерство, когда ты нормально принимаешь решение с другим осознанным человеком перенести какую-то встречу, или то, что ты опаздываешь, это вообще нормальные вещи, это партнерство. А что тогда происходит с моим партнерством в эти моменты? Вот что происходит с моим партнерством? Оно вообще теряется. Я не знаю, куда оно уходит. Растворяется, я бы даже так сказала. Ян, говоришь про партнерство сама с собой сейчас, правильно? Что с ним происходит в этот момент? Ты знаешь, как будто про партнерство и сама с собой, и про партнерство с другими людьми то же самое. Потому что, по сути, мы вот два взрослых человека, мы можем договориться. А у меня вот это партнерство в этот момент куда-то исчезает. Это вот как будто и внутреннее партнерство исчезает в первую очередь, и это отображается на внешнем партнерстве, на моих
действиях, то, как я на моих реакциях, то, как я реагирую. В чем смысл, что она у тебя исчезает в такие моменты? Так, первое, что пришло в голову, что мне хочется быть хорошим человеком. Понимаешь? Мне хочется быть хорошим человеком, и чтобы у всех все было хорошо, вот, чтобы никого не расстраивать и там никому ничего. Вот я же тоже понимаю, что у людей тоже другие планы, как будто не хочется там никому ничего, там, чьи планы не разрушать, вот. И как будто я этим что-то делаю плохое. Ну, относительно, да. Поделюсь, Ян. Да, То есть смотри, у нас уже есть условно удобный человек, серьезный человек. Сейчас появился еще хороший человек. ты знаешь, мне кажется, удобный и хороший человек — это одно и то же для меня. А, Чтобы хорошими быть удобным человеком — это, в принципе, об одном и том же. У них функции одинаковые, у этих людей. мгм. Функции одинаковые. Но эта функция, она, видишь, она меня, ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, окей, когда ты там ничего никому не хочешь плохого, чтобы не сбивать чей-то график. Ну, вот это все такой бред просто. Я понимаю, что это такой идиотизм. Я вот сейчас, знаешь, проговариваю, не сбивать чей-то график, еще что-то. И как будто у меня, знаешь, сейчас какая-то война между моим умом, я вот даже это когда это проговариваю, между моим умом и между каким-то вот этим внутренним чувством, видимо, бессознательным, потому что вот это хороший этот человек, или там, как я его еще называла, он как будто у меня живет где-то в бессознательном. Якобы вот ум там понимает, что это все бред. Я даже вот говорю, и оно мне как-то, знаешь, так резонирует все. Ну вот это я, ну я это говорю, я это проговариваю. Что на кону этой войны? За что война-то? Ну, знаешь, видимо, война за какой-то образ, который я себе простроила в голове, которому я соответствовать хочу. Это что война? Ну, как будто, знаешь, вот эти мои действия, они, ну, оно же напрямую влияет, ну, вот это, да, это то мнение, а, как что обо мне подумают, чтобы, да, кого-то не расстроить. Вот щас, знаешь, сложно мне как-то все вместе. Я вот вроде бы, знаешь, прочувствовала это. Сейчас сложно это все в слова перевести. Так, щас. Как будто мысли теряются. Значит, туда идем, если мысли теряются. Ну, вот знаешь, сразу же такое начало растворяться. Начало растворяться. Как будто оно все, знаешь, закольцевалось к этой главной моей теме. Я просто недавно разбирала эту тему своего образа, этого всего. И это опять же таки, когда ты делаешь ошибки, это про, знаешь, это про что? Это все про уязвимость. Вот. Потому что этот уязвимый человек, он может себе позволить все, он может позволить себе там тупить, он может позволить себе ошибаться, он может позволить опаздывать, ему там не важно, что о нем подумает или не подумает. А вот для меня как будто, знаешь, я создаю вот этот образ, в котором там я вот вся такая идеальная, не знаю, идеальная, не идеальная, серьезная, несерьезная, и вот как будто я
и пытаюсь соответствовать этому образу. И какие-то вот эти вещи, которые, как по мне, да, не знаю, кто там это все определяет, вот сейчас очень интересно. Ну, когда ты совершаешь ошибку или там не соответствуешь чему-то, чему бы тебе хотелось соответствовать, м, они как раз-таки вот это все, оно и выбивается из этого образа, и получается мне от этого очень, ну, как бы я испытываю вот эти чувства, потому что я не разрешаю себе быть уязвимой, как-то так. А я следую определенному образу. А этот образ, он опять же таки, там, не знаю, у него там дофигища слоев защиты от другого мира, да, и это вот защита, это как раз-таки есть, ну, я имею в виду от внешнего мира, это как раз-таки есть это соблюдение всего, определенное понимание, ну, как-то так. Сейчас это все проговорила, Ян. Что сама слышишь? Что сама слышу. Я слышу то, что не хочу я идти по этому пути и следовать опять же таки этому образу, потому что этот образ он мне ничего хорошего не приносит, знаешь. Я это чувствую. У меня только один негатив, и я только расстраиваюсь потом. Потому что это нереально ответствовать. Ну, реально это нереально. Вот реально это нереально, понимаешь? Это невозможно. И незачем. То есть это просто быть. Вот, у меня эта тема сейчас прямо она такая, знаешь, базовая. Быть. Все. To be. И вот и этим все сказано. Быть вот в моменте, быть так, как тебе сейчас получается, и принимать то, что сейчас есть. Вот, знаешь, это про принятие и про уязвимость. Принятие каких-то ситуаций, что да, там сейчас так произошло, я принимаю эту ситуацию. Но, по сути, уязвимость, она мне может помогать эм, не испытывать там чувств вины, там, перед кем-то, тем более, что даже незачем. Я понимаю, если бы я там кому-то что-то плохое реально сделала, это одна ситуация. Но как бы вот в каких-то таких непонятных ситуациях, ну, этого не нужно делать. Я вот даже сейчас, когда смотрю на ситуацию, вот что, которая сегодня произошла, или там другие ситуации, которые были, я понимаю, что даже как показывает этот опыт, который я не извлекла из этих ситуаций. Надеюсь, сейчас он где-то там все-таки приживется, этот опыт. Ну, то есть реально смысла просто нет. Все всегда можно поговорить, и с любым человеком можно договориться. А, видимо, с теми людьми, с которыми нельзя договориться, значит, это не мои люди. То есть я понимаю, что если там человек там отреагирует как-то, типа, как так, там, знаешь, наверное, вот эта реакция, она у меня где-то есть у меня в голове, как так, я же там все тут подстроила под нашу встречу, а как ты могла? И вот, понимаешь, вот где-то этот разговор у меня, видимо, в моей жизни, кто-то мне это говорил, где-то я набралась этого всего, и ну, это просто не мои люди. Вот. Это просто не мои люди, которые будут так говорить и реагировать на какие-то ситуации. Мне просто не нужно общаться тогда с этими людьми, которые этого не будут понимать. Вот и все. Поделюсь наблюдением, Ян. Да, конечно. Вот ты заговорила про принятие и уязвимость, и как сразу у тебя изменилась энергия, у тебя изменился тембр голоса, ты замедлилась. Вот что, про что это? Что это такое? Потому что там, видимо, есть ресурс, и там вот там какое-то спокойствие, там есть легкость, там все можно. Там нет рамок.
Вот. А когда ты действуешь из каких-то пониманий, что-то пытаешься кому-то показать, чему-то соответствовать, там рамки. И эти рамки, ты не можешь, ну, мы как люди, да, с нами случаются очень различные ситуации, и мы, по сути, здесь и для того, чтобы эти ситуации с нами случались. Мы учимся, вот. И получается, эти рамки, они нам только мешают, они нам мешают идти, они нам мешают развиваться, потому что они порождают негативные чувства, негативные мысли. И когда этих рамок нет, вот поле для творчества, оно свободно, ты растешь, и вот, знаешь, как будто ты растешь в этой любви. А вот эти рамки, они как какие-то там, знаешь, наблюдатели, которые там, ну, так делать нельзя, вот всё, тебя начинают, у тебя это, конечно, тормозит, у тебя это забирает энергию, короче, и оно все, оно не дает роста. Вот, ты не можешь расти в этих рамках. То есть есть как будто, вот знаешь, коробочка, и ты в этой коробочке. И по-любому тебе там, ты не можешь там себя застраховать от всего. По-любому что-то может случиться. Ты человек. И эта коробочка не дает тебе расти. А когда коробочки нет, соответственно, когда ты делаешь и развиваешься как раз-таки из принятия ситуации и из этой а, уязвимости, тогда есть поле для роста. И нет негативных эмоций, и вот терзаний, и вот каких-то чувств вины. А есть принятие. Блин, красиво. Самой вот как-то так. Реально, вот я прям, знаешь, прочувствовала тоже, как я замедлилась. Все. Энергия поменялась, да, энергия поменялась, я замедлилась, захотелось мне замедлиться, и оно все как раз-таки по-другому, по-другому играет, другими красками. Уже появились краски, а то там прям был вот этот наблюдатель, который... А сейчас появились краски. Яна, у Вот. нас остается прям буквально несколько минут. Могу ли я тогда спросить, чему научилась за эту сессию, если научилась? Ты же мне прям очень понравился этот путь и мое состояние в этом, как я пришла к этому спокойствию, потому что я помню, я вошла в сессию, я даже говорю тебе, нет, сегодня я буду клиентом, потому что я прочувствовала, что, ну, видимо, даже мой мозг все так простроил, видишь, чтобы быть клиентом. Я прочувствовала, что коучем я точно не смогу быть на каком-то бессознательном уровне, потому что есть эта фигура. И прочувствовала, да, как все, ну, вот эта трансформация произошла за этих полчаса, оно очень быстро прошло. Я даже не поняла, как мы А как ты это провели. сделала, Ян? Вот как ты сделала эту трансформацию? Как ты пришла к этому спокойствию? Осознанием того, что со мной реально происходит, вот осознанием того, что вот это мне вредит. Да, я увидела, что оно мне приносит, вот, ну, что оно мне дает. Разочарование, оно на меня давит. И вот осознание, вот еще раз я увидела этот образ. И очень интересно, я же его уже не первый раз наблюдаю, этот образ в себе, но он постоянно как будто выходит из каких-то разных точек. То есть вроде бы я какую-то одну точку там проработала, да, которая там касалась там другой сферы моей жизни. Сейчас, а он сейчас вот видишь, как интересно, с другой стороны зашел, тоже такой. Вот. И я вот его еще раз увидела, я его еще раз осознала, поняла, что смысла вообще никакого нет. Очередной раз это поняла. Поэтому, видишь, очень, действительно очень важна продолжительность работы вообще в сессиях, в коучинге, потому что даже если ты один раз что-то понимаешь, оно даже 2 раза, даже 3 раза порой нужно хотя бы там, раз 10, ну серьезно. Мне кажется, это в зависимости от того, насколько оно там глубоко у тебя сидит. А я понимаю, что у меня там оно глубоко сидит. Как раз-таки это что-то из детства, какие-то вот эти вещи, наверное. Поэтому когда я осознала этот образ, еще раз его увидела, поняла, как он
мне мешает. Видела эту коробку, что смысла вообще никакого нет в этой коробке, что хочется по-другому, хочется быть так, ну вот, принимать себя такой, какая я есть, и людей принимать такими, какими. Почему я могу других принимать, а себя не могу принимать? Вот это тоже, знаешь, мне прям так интересно срезонировало у меня. Я же других принимаю, другие делают, а почему я не могу? Вот. Когда так оно все вместе, наверное, и меня и замедлило, и было этим толчком к этому еще раз осознанию, к этому шагу, к уязвимости. И как это приятно быть уязвимым человеком. Господи, это вообще замечательные чувства. Ты делаешь, и все. И да, я делаю, классно, я иду и делаю. Получается замечательно, не получается, это тоже замечательно. По крайней мере, ты знаешь, как делать не нужно. Ну вот, это тоже результат. Классно. Спасибо, Ань. Спасибо тебе большое, Ян, и хочу сказать, действительно, вот за эти там 30 с копейками минут какой ты проделала огромный путь с этого вот встревоженного состояния, с серьезного человека, с удобного человека, с хорошего человека. Принятие, уязвимость, спокойствие, партнерство и в саму себя. Вот это было прямо видно, круто, мощно, огонь. Да, я тоже прочувствовала очень круто. И, то есть, м, я сейчас еще, знаешь, осознала, насколько мне было вот как так очень легко туда заходить. Ну, вот за счет вопросов, за счет, ну, как я чувствовала, что вот ты рядом, очень как-то, ну, знаешь, откликалась. Вроде бы я понимала, что я сама захожу во все свои эти тоннели, но с другой стороны, прям вот чувствовалась очень поддержка. Спасибо большое, Ань. Тебе большое спасибо. Разрешаешь ли оставить сессию? Да, да, разрешаю. Супер. И тогда с нетерпением жду нашей следующей встречи. Надеюсь, что будет моя очередь быть клиентом. А, Ну и посмотрим, где нам будет удобнее это сделать. Потому что хотелось бы, конечно, все-таки в прямом эфире. Мгм. Да, надо будет разобраться. Давай я попробую зайти в YouTube. И я Меня тоже с своей стороны попробую, может быть, коллективно что-нибудь придумаем. Мне знакомые проводят, я знаю 100%, ну, проводят не совместные эфиры, а просто выходят. А вот по поводу совместных мне нужно будет узнать. Здесь именно фишка в том, что совместные. Ну Спасибо, да, Ян, хорошего дня. На да, связи. спасибо. Спасибо. Всё. Пока-пока.